Мысли о том, что скажут другие люди, разрушает вашу сущность. Зависимость от мнения окружающих– это одна из самых коварных ловушек. Сегодня я хочу рассказать вам историю о Диане, женщине, которая пришла ко мне, погруженная в сомнения и страхи, зависимая от мнения окружающих. Ее терзала неуверенность, и она отчаянно искала способ защитить себя. В процессе нашей беседы я открыл ей секреты, как поставить щит против тех, кто использует ее слабости для собственной выгоды. Диана села напротив, ее голос дрожал от волнения. «Я чувствую, что кто-то постоянно давит на меня. На работе у меня есть подчиненный, который будто бы высасывает из меня всю энергию. Он пользуется моей неуверенностью, заставляя меня сомневаться в каждом решении. Как я могу это остановить?» – спросила она с отчаянием. Я сразу понял, что ее подчиненный был энергетическим вампиром, человеком, который питался ее слабостями, вытягивая ее силы. Такие люди манипулируют чужими эмоциями, заставляя жертву сомневаться в себе, чтобы получить контроль. Но у Дианы был шанс защитить себя, и я готов был поделиться с ней тайной, как это сделать. Чтобы поставить щит против таких паразитов, нужно понять одно важное правило, начал я. Ваша энергия принадлежит только вам. Никто не может забрать ее, если вы не позволите. Но для этого необходимо осознанно защищать свое пространство. Я объяснил ей, что можно создать невидимый щит, который будет отражать любые негативные воздействия. Вот несколько шагов, которые я открыл Диане. Визуализация щита. Представьте вокруг себя светящийся энергетический щит. Пусть он будет ярким и прочным, как стеклянная стена, через которую не может пройти ни одно негативное влияние, сказал я. Этот щит отразит любые попытки манипуляции и давления. Мгновенное парирование удара. Когда чувствуете, что кто-то пытается вами манипулировать, мысленно отразите удар. Представьте, что все их слова и действия отскакивают от вашего щита, не достигая вас. Это поможет вам сохранить спокойствие и уверенность в любой ситуации, продолжил я. Осознание своей силы. Я подчеркнул, что защита начинается с внутренней уверенности. Каждый раз, когда чувствуете сомнения, напомните себе: ваше мнение главное. Не позволяйте чужим словам диктовать, что вам делать. Повторяйте себе: я сильна, и я контролирую свою жизнь. Энергетическая очистка. Иногда, даже если вам удалось отразить удар, негативная энергия все равно может оставить след. Поэтому я советую вам регулярно очищать свою энергетику. Это можно делать через медитацию, визуализацию светового потока, который смывает всю негативную энергию, или через работу с кристаллами, добавил я. Четкие границы. Я порекомендовал Диане установить эмоциональные и физические границы в отношениях с подчиненным. Не бойтесь говорить «нет» и ограничивать взаимодействие. Если кто-то пытается воспользоваться вашей добротой или неуверенностью, это их проблема, а не ваша. Диана слушала внимательно. В ее глазах светилась надежда, но теперь туда добавилась еще и решимость. Она поняла, что может не только защитить себя, но и парировать удары тех, кто пытается ее ослабить. Она вздохнула с облегчением, как будто уже сейчас почувствовала, как щит начинает работать. Когда Диана покинула мой кабинет, я знал, что она уже не та, что пришла ко мне несколько часов назад. Она обрела внутреннюю силу и понимание, что никто не может использовать ее слабости, если она сама этого не позволит. Теперь она могла защищать свое энергетическое пространство и парировать любые атаки с легкостью. Прошло несколько недель с момента нашей встречи, и я не мог не заметить, как изменилась Диана. Она больше не была той неуверенной женщиной, которая вошла в мой кабинет с тревогой и страхами. Теперь ее глаза светились уверенностью, а в голосе ощущалась сила. Диана не просто смогла побороть энергетического вампира. Она научилась управлять своей энергией и влиять на окружающих, но уже в позитивном ключе. Но как-то раз мы встретились вновь, и она начала рассказывать о своих успехах. «Я применяла все советы, которые ты мне дал», — сказала она, и в ее голосе звучала гордость. «Я визуализировала свой щит, и он действительно работает. Теперь, когда тот подчиненный пытается меня дразнить или манипулировать, его слова отскакивают от меня, как мячик от стены. Я чувствую, как моя энергия возвращается,
и он больше не может забрать ее у меня. Я с радостью слушал ее историю, но это было только началом. Диана продолжила. Знаешь, я поняла, что не только могу защищаться, но и сама могу влиять на мнение других. Я стала осознаннее в своих взаимодействиях. Я использую свои знания, чтобы вдохновлять людей вокруг. Я смогла побороть все препятствия и начала сама влиять на мнение других людей, но уже использую свои знания в позитивном направлении. Она объяснила, как стала применять позитивные аффирмации, делясь с коллегами и друзьями своей энергией. Теперь, когда я общаюсь с людьми, я создаю вокруг себя атмосферу поддержки и вдохновения. Я не просто говорю им о своих идеях, я передаю свою уверенность и позитив, добавила она. Диана рассказала, как ее подчиненные начали обращаться к ней за советами, а коллеги стали прислушиваться к ее мнению. Я поняла, что когда я сама уверена, люди чувствуют это и начинают реагировать положительно. Я перестала бояться их оценок и стала свободнее в выражении себя, сказала она. Эта новая сила стала ее оружием. Она научилась использовать свою энергию, чтобы поднимать окружающих, направляя их в конструктивное русло. Вместо того, чтобы бояться осуждения, она начала создавать вокруг себя сообщество людей, которые вдохновляли друг друга. Она могла видеть, как ее положительное влияние помогало другим справляться с собственными страхами и неуверенностью. Но, как в любой истории, не обошлось и без испытаний. Однажды во время важного совещания ее бывший подчиненный снова попытался вывести ее из равновесия, напомнив о ее прежних ошибках и ставя под сомнение ее идеи. Я видел, как в этот момент она собрала все свои знания и опыт. «Я не позволю тебе забрать мою силу», — сказала она уверенно. Внутри ее щита она ощущала себя защищенной и сильной. Вместо того, чтобы впадать в панику, Диана использовала этот момент, чтобы продемонстрировать свои достижения и поделиться успехами команды. Она так уверенно изложила свою точку зрения, что даже самые скептически настроенные коллеги начали поддерживать ее. Это был поворотный момент. Люди начали смотреть на нее иначе. Диана не просто освободилась от влияния других, она сама начала влиять на их мнение, используя свои знания и опыт для создания позитивного климата в команде. Она стала лидером, который вдохновляет, а не боится. Теперь Диана – это не только женщина, которая научилась защищать себя от энергетических паразитов, но и тот, кто направляет свою силу на позитивное влияние на окружающий мир. Она освободилась от оков неуверенности и научилась создавать вокруг себя свет и поддержку. Эта история вдохновляет нас помнить. Наша сила не только в защите, но и в способности влиять на других. Ваша энергия может стать мощным инструментом, когда вы начинаете использовать ее с умом. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить новые истории и советы о том, как преодолеть преграды и найти свою силу. Если у вас есть вопросы или свои истории, делитесь ими в комментариях. Я всегда рад помочь.